Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я расскажу, как приготовить в домашних условиях классический торт ленинградский. В этом видео я подробно рассказываю все тонкости процесса приготовления. Рецепт несложный, поэтому предлагаю приготовить его вместе со мной. Песочные коржи просто рассыпаются во рту, реально. Начинаю с приготовления песочных коржей. Сливочное масло нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. В миске побольше соединяю 180 грамм теплого сливочного масла и 120 грамм сахарной пудры. Вбиваю одно среднее яйцо и обязательно нужно добавить щепотку соли. Смешиваю все ингредиенты миксером до однородного состояния. Долго взбивать не нужно, достаточно, чтобы они просто объединились. В отдельной миске я соединяю 330 грамм просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавляю в масло и перемешиваю миксером, но недолго. Должна получиться крупная влажная крошка. Дальше руками собираю тесто в комок. Оно достаточно мягкое и не прилипает к рукам. Песочное тесто долго вымешивать не нужно, иначе коржи могут получиться жесткими. Тесто должно получиться плотным и в меру эластичным. Мука у всех разная, поэтому ее может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Это нормально. Если тесто у вас прилипает к рукам, то просто добавьте еще немного муки. Готовый комок теста перекладываю в пакет и убираю в холодильник на 1 час. Включаю разогреваться духовку на 200 градусов. Охлажденное тесто делю на 4 части. Традиционно в торт ленинградский идет 4 песочных коржа. Один кусочек теста оставляю, а остальные пока убираю в холодильник. Перед раскаткой кусочек теста немного обминаю руками, чтобы он стал более пластичным после холодильника. Затем начинаю раскатывать кусочек теста в квадрат. Делаю это сразу на пергаменте, чтобы потом не переносить. Размер квадрата измеряю по заранее подготовленному шаблону 18 на 18 см. Раскатываю скалкой и формирую при помощи палетки. В конце обрезаю края точно по шаблону. Обрезки пока откладываю в сторону, буду их выпекать в самом конце. Дальше накалываю тесто вилкой. Перекладываю тесто на противень и буду выпекать на 200 градусов 10-15 минут. Периодически наблюдаю за коржом, он должен подрумяниться, но не подгореть. Время выпекания у вас может отличаться, все зависит от вашей духовки, поэтому проверяйте и ориентируйтесь на цвет коржа. Пока выпекается один корж, сразу раскатываю другой. Если вы приготовили тесто, но не успеваете его испечь, то можно его оставить в холодильнике и испечь уже на следующий день или даже через пару дней. Просто перед выпечкой каждый кусочек теста нужно хорошо размять руками, чтобы он стал более мягким и эластичным. Также коржи можно испечь заранее и хранить их в герметичной упаковке, а когда захочется тортик, приготовить крем и собрать его. Готовые коржи аккуратно снимаю с противня и перекладываю на ровную поверхность, чтобы они не деформировались. Из обрезков я испекла вот такой коржик и буду его использовать для обсыпки торта. В итоге получилось вот таких 4 коржика, оставляю их на столе полностью остыть. Пока остывают коржи, займусь приготовлением крема. Понадобится теплое сливочное масло, поэтому я заранее достаю его из холодильника. Но сначала нужно приготовить сироп. В сотейник вливаю 125 граммов молока, 200 граммов сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Немного перемешиваю, ставлю на средний огонь и нагреваю до полного растворения сахара. Доводить до кипения не нужно. Как только растворился сахар, сразу же снимаю с огня.
В отдельную миску вбиваю одно среднее яйцо и взбиваю его венчиком. Продолжая взбивать яйцо, вливаю к нему тонкой струйкой горячий молочный сироп. Полученную массу еще немного перемешиваю венчиком, переливаю обратно в сотейник и ставлю на средний огонь. Постоянно помешивая, варю сироп примерно 5 минут. Долго кипятить сироп не нужно, просто ждем загустения до состояния жидкой сгущенки. Также готовность сиропа можно проверить, проведя полоску на ложке. Она не должна растекаться. Готовый сироп переливаю в другую миску и даю ему полностью остыть до комнатной температуры. Когда сироп остынет, он станет еще гуще. Периодически буду его помешивать, чтобы не образовалась корочка. Только после того, как масло и сироп стали комнатной температуры, можно начинать взбивать крем. Это очень важный момент, потому что если у вас масло будет холодное, а сироп теплый, то крем у вас расслоится и не получится таким однородным и гладким. Начинаю взбивать масло до светлого и пышного состояния. Это займет примерно 5-7 минут. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Не забываем снимать масло со стенок миски, чтобы оно взбивалось равномерно. Посмотрите, вот такое светлое и пышное масло у вас должно получиться. После того, как взбилось масло, начинаю добавлять сироп по 1-2 столовые ложки и продолжаю взбивать миксером. После того, как добавили порцию сиропа, долго взбивать миксером не нужно. Как только сироп с маслом объединились, останавливаемся и добавляем следующую порцию. Также добавлять весь сироп сразу ни в коем случае нельзя, иначе крем может стать жидким и исправить его будет уже очень сложно. После того, как вмешала последнюю порцию сиропа, обязательно силиконовой лопаткой собираю крем со стенок миски и еще немного взбиваю миксером, чтобы все хорошо вымешалось. В готовый крем просеиваю 10 грамм какао. И еще раз все хорошо перемешиваю миксером. Советую какао в крем добавлять именно просеянным, иначе в креме могут остаться крупные комочки. В самом конце добавляю немного коньяка и еще раз все хорошо перемешиваю. Алкоголь, кстати, в крем добавлять не обязательно, здесь по вашему желанию. Также его можно заменить на ароматизатор ром. Шоколадный крем готов. Вот такой пышный и однородный он у меня получился. Крем готовится несложно, но есть пару нюансов, которые нужно соблюдать. Вот таким образом делю крем на 4 части, 1/4 буду использовать для украшения торта, а остальные пойдут в прослойку. Начинаю собирать торт. Блюдо смазываю небольшим количеством крема и кладу первый корж. Сборка торта очень простая, просто чередую коржи и крем. На каждый корж у меня ушло примерно 120 грамм крема. Верхний корж кремом я не смазываю, его я буду заливать глазурью. Отложенным кремом для украшения смазываю бока торта. Для того, чтобы глазурь легла ровнее, традиционно верхний корж предварительно смазывают густым абрикосовым джемом. Именно он считается неотъемлемым вкусовым компонентом этого торта.
Если у вас нету абрикосового джема, его можно заменить густым домашним повидлом или перетертым вареньем, главное с кислинкой. Предварительно разогрев в микроволновке и нанести тонким слоем на корж. Пока я буду заниматься приготовлением глазури, убираю торт в холодильник. Для глазури смешиваю 50 грамм темного шоколада и 30 грамм сливочного масла. Растапливаю импульсами в микроволновке до однородного состояния. Также это можно сделать на паровой бане. Получается вот такая гладкая и однородная глазурь. Коржик из обрезков измельчаю в крошку. Это можно сделать любым удобным для вас способом. Можно это сделать в блендере, как это делаю я, или переложить в пакет и пробить скалкой. Коржики получаются очень хрупкие, поэтому крошку сделать легко. На торт выливаю всю глазурь и равномерно ее распределяю по всей поверхности. Конечно, традиционно ленинградский торт, как и большинство советских тортов, заливался шоколадной сахарной помадкой. Готовится она несложно, но на ее приготовление требуется гораздо больше времени и усилий. Дальше бока торта аккуратно обсыпаю крошкой. Торт убираю в холодильник на 10 минут для того, чтобы глазурь немного застыла. Отложенный крем перекладываю в кондитерский мешок с насадкой «Открытая звезда» и начинаю украшать торт сверху. Украшать торт я буду традиционно, делаю такие завитушки по краю всего торта. Также традиционно для украшения буду использовать дробленый жареный арахис, посыпаю им сверху. Торт почти готов. Убираю его в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Можно и дольше, со временем он будет становиться только вкуснее. Нарезать торт можно и холодным, но перед подачей лучше дать ему постоять 1 час при комнатной температуре. Ленинградский удобно нарезать даже на маленькие кусочки. Торт получается с уникальным вкусом, а арахис очень хорошо его дополняет. Каждый кусочек буквально тает во рту. Коржи получились рассыпчатые, а крем хоть и масляный, но очень нежный. Надеюсь, у меня получилось вдохновить вас. Обязательно попробуйте приготовить торт по этому рецепту и делитесь своим мнением в комментариях. Конечно же, подпишитесь на наш канал, у нас вы найдете еще больше простых, домашних и вкусных рецептов.
Все мы прекрасно знаем, что в нашем детстве все было лучше. И конфеты, и колбаса, и торты. И именно торт ленинградский был у меня практически на всех праздниках. Сейчас достойный аналог ленинградского торта найти практически невозможно, но можно приготовить его у себя дома. Как-то на просторах интернета я наткнулась на рецепт, и я сразу же, не задумываясь, пошла его готовить. И как приятно было окунуться в ту атмосферу детства, прекрасные праздники, дни рождения своих близких. Это было просто невероятно приятно. Этот рецепт очень похож на тот самый ленинградский, и это очень вкусно. Песочные коржи просто рассыпаются во рту, реально. Так вилкой прокалываешь, он кажется твердым, но во рту он просто рассыпается. Невероятно вкусный. Торт действительно получился очень вкусный. Я очень рекомендую попробовать приготовить по этому рецепту. И, конечно же, подпишитесь на наш канал. У нас вы найдете еще больше простых, домашних и вкусных рецептов. Очень вкусно. До встречи в новых видео, а я пошла искать новые рецепты для вас.